Предъявитель всего – человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу. Всем привет, народ! Значит, совершенно забыл, что у меня лежит вот этот вот аккумулятор, который приехал вместе с восьмерочкой, на которую уже давненько вышел обзор. Вот, обещал я тоже показать и четверку. Вот, собственно говоря, по-быстрому мы с вами это все дело и посмотрим. Значит, 4 ампер-часа, построен на 21700 элементах. И, как мы видим, версия Pro, что 8, что 4. Вот, есть индикатор зарядки. Видите, обычно все это дело зелененьким, тут же горит все красным. Здесь у нас BL1840B, 18 вольт, 4 ампер-часа, 72 ватт-часа. Вот такие вот заявления от TPCL. Ну и вот так вот выглядит наш аккумулятор. И опять же с этим вот желтеньким разъемом. Опять нет у нас охлаждения, то есть отверстие под охлаждение. Ну, я думаю, охлаждать здесь нечего. В принципе, заряжал и восьмерку, и десятку, и двенадцатку. Особо там ничего не перегревается. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было. Скрываем, смотрим. Пластик, как обычно, как всегда. В принципе, отличный пластик. Долгое время работаю я аккумуляторами в таком вот корпусе от TPCL. В принципе, никаких проблем и нареканий у меня это не вызывает. Даже у меня случалось инструменты на эти аккумуляторы. И благо все обходилось. Так, ну давайте смотреть внутряночку. Вот что у нас внутри. Вот такая плата БМС. Значит, плата БМС это отличается в разы от платы БМС на аккумуляторе 8 ампер-часов Pro версии. Все мы помним, там стояло таких 3 мощных MOSFET. По-моему, если мне память не изменяет, на 165 ампер. Здесь же у нас, видите, 4 MOSFET, 3 шунта. Вот есть как бы все защиты. И здесь еще не хватает, вернее нет, это балансировки. В восьмерочке у нас была пассивная балансировка, что есть тоже очень-очень хорошо. А так, в принципе, все, видите, отлично. Ну что ж, вынимаем все это дело. И смотрим. Смотрим на сварку. Сварка, друзья, точно такая же, как и в варианте 8 ампер-часов. Значит, друзья, сразу скажу, тестировать на емкость не буду, смысла не вижу. Все это протестировано в прошлом обзоре на аккумуляторе на 8 ампер-часов. Вот, построено это все дело, что там, что здесь у нас на аккумуляторах EVO INR 21740PL. То есть данные баночки построены по технологии Tabless. В том обзоре, опять же, смотрите, все это дело пытался объяснить и рассказать, кому интересно. Ну, а теперь мы с вами что сделаем? Давайте просто освежим в памяти внутреннее сопротивление и немножко опять поудивляемся. Включаем нашего, так сказать, Юрика. Вот, и будем смотреть для начала, так, надеюсь, вам здесь все как-то видно. Будем смотреть общее сопротивление сборки вот на этих медных клеммах. Погнали. Общее сопротивление, видите, 18 и, грубо говоря, 0,6 миллиома. 20,46 вольта. Ну, а теперь поехали, значит, смотреть внутреннее сопротивление и будем одновременно смотреть за напряжением каждой ячейки, чтобы понять, как отбалансированы, либо не отбалансированы наши ячейки. Хоть здесь, опять же, нет и балансира. Итак, первая ячейка, поехали. Уже не говорю параллель, так как у нас здесь только всего лишь один ряд. Первая ячейка у нас 3,3 миллиома, 4 вольта. Вторая. Ну, 3,4 миллиома и опять же 4 вольта. Третья. 3,4 миллиома и опять же 4 вольта. Четвертая. 3,3 миллиома, 4 вольта. И крайняя пятая параллель, опять же ячейка. 3,4 миллиома, 4 вольта. Вот, видите, хоть и нет балансира, но все сбалансировано просто на ура в данном аккумуляторе. В принципе, точно так же, как и в сборке 8 ампер-часов. Вот, опять же, тест на емкость делать не буду. Оставлю ссылку на обзор 8-амперного аккумулятора в описании. Поэтому, друзья, кому интересно узнать, что такое Tabless, там я рассказываю. Это, ну вот, именно как я это все дело понял.
тоже немножко порылся по интернету, посмотрел, ну и в принципе от себя пересказал вам. Вот. Ну и смотрите также, опять же, замеры емкости. А мы с вами сейчас что сделаем? Это соберем наш аккумулятор и погоняем его минутку. Вот и посмотрим на новый мой вот этот вот приборчик, что он покажет. Приборчик я подсмотрел на канале Дед в пижаме и решил прикупить такой же себе. Так как люди говорят, что ты там меряешь, что, грубо говоря, в 2 ампера своим этим на 600 ампер токовыми клещами, хотя они у меня в принципе точные. Вот токовыми клещами мы замеряли с вами когда-то в каком-то видео вот эту вот воздуходувочку, да, и она показала 40 ампер. Вот сейчас посмотрим, что она покажет нашим приборчикам. Погнали! Так, все собрал, все скрутил, вот такой вот вид в собранном, так сказать, вид в собранном виде. Извините за тавтологию. Ну что, погнали. Значит, мной был приобретен и куплен вот такой вот приборчик, ваттметр WM 150, то есть рассчитан на 150 ампер. Приходит он просто с голыми проводами. Докупил, по-моему, на Озоне, уже не помню, либо на Валбересе, вот такие вот разъемы XT90. Даже 60 их не покупал. Решил сразу, чтобы было четко. Ну, сделал для того, чтобы можно было, конечно, все это дело разобрать. И если нам прибор не нужен, то вот, допустим, нужны токовые клещи, то все это дело, как говорится, соединить следующим образом. И мы получаем опять же вот такой вот мой просто удлинитель-адаптер без прибора. Ну, а сейчас будем с вами использовать, конечно же, с приборчиком все это дело. И посмотрим, что он нам покажет. Так, приехал мне адаптер. Вот я, наверное, в будущем переделаю, чтобы было все, как говорится, красиво. Вот будет, видите, такая вот красотень. Ну, адаптер заказывал на 3 контакта, чтобы попробовать переделать секатор. Так, пошли отступления от темы, поэтому погнали. Подключаем наш прибор. Хоп. Приборчик загрузился. Вот так это все дело выглядит. Я, наверное, подержу. Так, а здесь мы будем с вами подключать вот такой вот переходничок. И сделаем заметочку в минуту. Мой старый телефон на мои отпечатки перестал реагировать, а на лицо то же самое. Вот попробуй сделай обзор. Так, включили. Так, как же тут все это дело расположить? Давайте в этом углу мы поставим, соответственно, телефон. Подопрем все это дело головкой. Так. А как мне тут одновременно включить? Я даже и не знаю. Может быть, как-то вот так я это все дело запущу, чтобы нам с вами было все это дело хорошо видно. А софтбокс надо убрать подальше, иначе его сдует. Так, значит, напоминаю, клещами я померил ток, 40 ампер тянет данная дуйка. Ну что ж, погнали, наверное. Как тут мне включить, конечно, я не знаю. Видите, пока я тут собирался, телефон вырубился. Так, все, погнали, минутку.
Вот, видите, что мы с вами наблюдали. То есть при запуске, считай, там было 40 ампер. Вот, напряжение аккумулятор держал просто отличное. То есть до 18,2 вольта было падение. И дальше все это дело как бы держалось. У нас шкала, по крайней мере, была график ровный. Вот, и мы видим здесь, что максимальный ток составлял 40,8 ампера, друзья. То есть клещи мои, опять же, показывают точно. Но по просьбе трудящихся решил все-таки прикупить более-менее подходящий для вот таких обзоров, соответственно, приборчик. И мощность у нас была, смотрите, сколько, 638 мАч у нас съела за это время. А мощность здесь была прописана что-то тоже порядка 700 Вт. Вот, даже не киловатт, видите, а 700 Вт. Вот как-то так. Надеюсь, было, друзья, интересно. Лично мне было интересно, так как вот хотите верьте, хотите нет. Я первый тест делаю вот с этим вот приборчиком. Короче, на сегодня все. Надеюсь, такой мини-обзор был вам полезен. Аккумуляторы просто классные. Если они еще есть у них в продаже, обязательно положу ссылочку в описании под видео. Ну, в принципе, ссылку я и так положу. Я просто скопирую с видео о 8-амперном аккумуляторе. Все, друзья. Всем здоровья, всем удачи, всем пока. До новых видео. А софтбокс, друзья, я все-таки сдул. Он благополучно приземлился на пол. Как я и думал. Именно это я и полагал.